Игровая сфера в России, она была, есть или она только будет? Всего игровая индустрия в России оценивается в 200 миллиардов рублей. Как мы все знаем, деньгами все не решается. Решается слаженностью коллектива, компетенцией коллектива и все. Я уже с детства знал, так, надо бить фашистов, и это круто. Когда мы перестанем презирать себя, русские, тогда нас станут уважать все остальные. Любые запреты у нас, к сожалению, так устроен механизм, они легко обходятся. Что это там такое запретили? Ну-ка. И американец говорит: о, ты из России? Ни хрена себе, вы сейчас в тренде. Друзья, приветствую всех на нашем честном подкасте патриотического движения «Победа 945». С вами Сергей Черкасский и Павел Кухарки. У нас сегодня будет интересная беседа и для поколения альфа, как можно говорить, и для моего поколения уже скуфов. Мы сегодня будем говорить Я зумер. Ты зумер? Хорошо. О наших компьютерных играх у нас интересные гости. Юлия Тишина, исполнительный директор проекта «Игропром», Андрей Белов, продюсер исторической приключенческой игры «Смута» и образовательных проектов «Смутное время». У нас с Гибер была интересная беседа перед подкастом. Да. Уже успели все обсудить практически. Давай я начну. Для затравочки. Спрошу. Первый вопрос задам. Я не скажу, что какой-то злостный геймер. Вот, наверное, немножко иногда поигрываю. Поэтому у меня вопросы, может быть, какие-то обывательские. Но мне в целом интересно вот тренды вообще, что происходит в этой отрасли, куда мы движемся. Самый вот первый вопрос. Игровая сфера в России, она была, есть или она только будет? Давай я, наверное, начну, попробую. Ну, во-первых, как бы она была, она есть, она точно будет. Вот. Во-вторых, наверное, стоит сказать о том, что сейчас игровая индустрия в России переживает некоторую пересборку. Если вот как бы вы не очень в контексте, то после 2022 года произошли там некоторые политические изменения и так далее, о которых мы все знаем, и очень большое количество зарубежных студий, зарубежных паблишеров ушло из России, и как бы возник вопрос, как бы, а какие игры, соответственно, наши, какие студии российские, что вообще у нас остается. И, в общем, отвечая на этот вопрос, в том числе в 2022 году появился проект «Игропром». Это был проект просто энтузиастов, и мы просто решили собрать со всех регионов разработчиков и сделать конкурс для них. Вот. После этого как бы мы уже переросли в выставку-фестиваль, и сейчас это уже большой проект, большая экосистема поддержки разработчиков. Тут была как раз задача показать в том, что российский геймдев остался в России, и что есть студии, которые готовы делать российские проекты. Естественно, после 2022 года произошло падение рынка, как бы в денежном выражении, но сейчас по итогам 2025 года по последним отчетам профильных ассоциаций мы вышли на докризисный период, и всего игровая индустрия в России оценивается в 200 миллиардов рублей. Вот. Но здесь, наверное, стоит уточнить о том, что большая часть этих денег, порядка 2/3, она уходит на зарубежные платформы, фактически в Steam. Вот. Еще там значительная часть этих денег это как бы приходится на студию Леста, которая сейчас находится под контролем государства, Росимущества. И оставшаяся сумма небольшая, это фактически российские инди-разработчики и азиатские зарубежные проекты, которые в том числе free-to-play, многие из них. То есть они фактически монетизируются внутри игры. Вот. Ситуация сейчас такая, что у нас есть некий внутренний рынок, он фактически финансируется по большей части государством, Институтом развития интернета, и частных инвестиций в нем достаточно мало. Вот. Ситуация сейчас примерно сейчас такая. Сейчас обывательский вопрос задам, потому что если сравнить, например, с автопромом, вот у нас огромное количество западных там брендов тоже находились в России, они развернулись, ушли, остались там пустые заводы, мы долгое время не знали, что делать, что-то сейчас простаивает, где-то заместились там китайскими производителями, остался наш скрепный АвтоВАЗ, который там, начал себя хорошо чувствовать. С компьютерными играми, по сути, ситуация
лучше в том плане, что у нас были разработчики, просто где-то сломалось сотрудничество, где-то кооперация, но в целом игровая индустрия, она продолжает развиваться, только чуть немножечко в других реалиях. Она продолжает развиваться, продолжает существовать, и, во-первых, в России очень сильна школа разработки, то есть российские разработчики, по сути, еще до 2022 года работали на большое количество зарубежных паблишеров, издателей, студий, и это очень сильные кадры, которые нам в том числе сейчас нужно удерживать, взращивать и так далее. У нас очень сильна школа инди-разработки. Например, по итогам прошлого года топ-5 инди-проектов в Steam, 3 из них заняли наши проекты. Там, например, I'm Not a Human, такой проект, там более 500 тысяч за первый месяц набрал продаж в Steam. Вот. Я правильно понимаю, да, что, по сути, Steam не ограничивает для наших разработчиков как площадка дистрибьюции, то есть там можно продавать, такие платформы, как там, не знаю, PlayStation, Xbox и так далее, не закрыты, либо у нас нет вообще разработки в этом направлении? Steam, насколько я знаю, не ограничивает. Параллельно стоит сказать, что у нас развиваются собственные платформы для если дистрибуции. ограничат вдруг. Есть проблемы не с выходом на эти платформы, а с финансовой стороны, с выводом денег, например, потому что взаиморасчеты закрыты. И я бы хотел сказать пару слов, добавить Юлии. Я, наверное, в индустрию пришел 26 лет назад, и уже тогда мы разрабатывали игры, и уже тогда была нормальная школа. И посмотрите, за эти годы школа разработки компьютерных игр в индивидуальном порядке, очень много очень крутых, больших специалистов в индивидуальном порядке. Но вот все проблемы, которые в последнее время случились, они способствовали тому, что команды разваливались, уезжали, переформатировались. И тут такая ситуация, что при, несомненно, очень высоких частных компетенциях, личных компетенциях, у нас наличествует недостаток местами командных компетенций, которые которые воспитываются только при работе в команде над большими проектами. И вот именно сейчас та работа, которую ведет и государство, в том числе Институт развития интернета, он очень сильно работает на то, что команды опять образуются. Частных специалистов личных у нас много, но вот команды могут сформироваться и сделать что-то большое, только работая совместно над большим проектом. А мы можем привести пример каких-нибудь хороших разработчики? Вы говорите, у нас много. Какие у нас российские разработки игровые, прям что топ залетело и все играли? Есть такие? За 26 лет? За 26 лет. Я не то, что я не претензии. Дальнобойщики. Мне интересно. Кто вез в алмазный... Дальнобойщики я играл. Дальнобойщики, я тут... Дальнобойщики это прикольно. Пока мы за кадром общались, упоминал, что даже Герои 5 сделаны российской студией, только что выпущены не российским издательством. Да? И таких игр, на самом деле, достаточно много. Я уже молчу о том, что вот Юлия сказала, инди-игры, их там просто очень много. Особенно в последнее время многие блистают. Вот Василий Иванович и Петька, это же инди-игра, да, которую в детстве мы играли? Тогда не было такого деления по бюджетам, но с точки зрения издательства выпускало и разрабатывало издательство Бука, поэтому это не инди. Ну вот тот же пример, например, игра, которая залетела точно на российскую аудиторию, вообще на хайпе, например, «Русы против ящеров», мне кажется, все слышали. Я слышал про нее не раз, даже вторая часть выходила. Да, то есть ребята просто из мема сделали проект, который, в том числе транслирует наш культурный код, хотя и с юмором. И, наверное, из последнего еще я слышал Atomic Heart. King's Bounty я говорил? Нет. King's Bounty, первая часть, она вообще легендарная, да, вторая часть, там у нее были к ней вопросы, но все знают, это российская абсолютная игра. Atomic Heart, с ней сложно, мне кажется, потому что фактически студия, которая делала Mindfish, это, поправьте меня, кипрская студия, но разработчики точно наши, поэтому теперь уже, это скорее можно характеризовать как международный проект. То есть я, например, как к этому отношусь? Если, я забыл этого актера нашего, лысый такой, популярный Оскар получил, или номинирован был. Юрий Борисов. Юрий Борисов. То есть для меня, если Юрий Борисов снялся где-то там в голливудском... он остается русским актером. Он остается русским актером. Тем более, что он живет в Москве. Да, потому что он живет в Москве, тогда он приехал, снялся фильм и так далее, он наш. Да. Соответственно, если наш вратарь выиграл Лигу чемпионов, он наш парень. Да, он Овечкина постоянно... ПСЖ, Овечкин. Мне иногда пишут в комментариях, а он разве
а что он перестал быть русским? Да, он Это играть просто не хотел. обычная практика, как футболистов покупают. Роналдиньо, когда поехал играть в Испанию, в Барселону, он же не перестал быть бразильцем. Да, и Так вот Atomic Heart, мне кажется, так же самое и с Atomic Heart. это классный тоже пример. Если там разработчики мягкой русские. силы нашей, да? Почему? Да. Потому что резкая такая популяризация чего-то советского. Это не утопия, как обычно показывают, что советское это что-то серое, мрачное, там ходит зомби в сером пальто и злые дяди в шапках и так далее. Это прям что-то светлое, классное, А прикольное. вот интересно, вы знаете, завирусилось вообще в каких-нибудь странах СНГ? Atomic Heart? Что, Atomic Heart? Да. Но, слушай, он, по-моему, по всему миру Да? завирусился, Обалдеть. да. То есть это не, как бы не только СНГ охватывает. Это в целом, эта игра дала импульс тому, что типа вот советская культура, эстетика, она красивая, она стала Мгм. популярной. И вот Ну, этот, там показали современный Китай, как мне кажется. в том числе про Китай тоже можно отдельно сказать. Это ретро-футуризм, Мгм. который всем очень понравился. То есть сделали ребята ставку на него или нет. И еще музыка, которую использовали в игре. То есть там Мгм. очень много там наших классических песен, там «Трава у дома» и так далее, которые получили фактически благодаря этой игре вторую жизнь. Сейчас их слушает молодежь, например. Хочу вернуться к смуте. Игра нашумевшая. Я помню, тогда много было даже скандалов, я бы так сказал, потому что игра вышла в 2024 году. Понятное дело, что все очень пристально смотрят на тем, что происходит в России, учитывая там новые реалии. И многие там, ну, нехорошие люди пытались там заглянуть под капот, где-то найти какую-то там подноготную, что-то нехорошее, критику и так далее. При этом я знаю, вот у меня многие ребята, кто любит там компьютерные игры, есть у них много свободного времени, прям заигрывались в эту игру, а многие даже начали говорить о том, что это полезно с точки зрения образования, потому что у нас есть такое мнение, что компьютерные игры — это деградация в обязательном порядке, а здесь получается смесь патриотизма, образовательного и, по сути, чего-то своего. Вот можно той критики, которая там была, сказать, насколько она была объективна, не объективна, какие вообще преимущества есть у смуты по сегодняшний Ты день? говоришь, нехорошие люди. Может, и хорошие люди тоже хотели просто вопросы. Да, очевидно, не уточнить. стоит отрицать критику, да, в Мгм. любой критике есть здравое и справедливое зерно, там технические несовершенства, которые мы достаточно быстро и активно исправили, да, но абсолютно точно, что ее патриотическая, историческая составляющая, она была с самого начала, никуда не делась, и очень многие игроки признают это, и мне отрадно было наблюдать, что вокруг смуты еще на период разработки сформировалось очень большое ядро людей, которые интересуются не столько играми, сколько историей. Да, и компетентны достаточно в этом деле, то есть не просто как бы залетели сбоку, да, а те, которым есть что сказать, и которые говорят, о, поддерживали, вот, наконец-таки сейчас свое. Не потому что это игра русская, а потому что это игра про нашу историю. Но это переросло еще и в образовательный проект, как я понимаю. Да, после этого мы много раз об этом говорили, что мы выпустили 5 чисто образовательных проектов, которые именно на материалах игры Смут, ассетах игровых, с игровыми персонажами даже местами из игры, но чисто поучительный и образовательный проект, который дают людям какую-то расширенную информацию, которую мы не могли дать просто в рамках развлекательного проекта. А на какой платформе этот То же самое, тоже Unreal, тоже, а если платформа распространения, то это VK Play, это бесплатный образовательный проект. Мы сделали их одну из частей при поддержке известного популяризатора истории Клима Жукова. Последнюю часть мы сделали при поддержке Всероссийского казачьего общества. То есть там люди выступали неким гарантом историчности и достоверности того, что мы там показывали. Ну, я вот к смуте как-то изначально относился как к более такому образовательному проекту, потому что я сразу посмотрел на цифры, то есть там было выделено на нее $5 миллионов и 2 года на разработку. И если там сравнивать с любыми такими сложными играми, где у тебя там открытый мир, где ты должен ходить там драться, с кем-то разговаривать и так далее, ну, современные, да, какие-нибудь игры сравнивать там с Ведьмаком или Assassin's Creed, то понятно, что у них там, допустим, на Ведьмака выделяли $80 миллионов, и там более 5 лет разработки. На Assassin's Creed тоже там сумасшедшие какие-то бюджеты, цифры, которых я просто не знаю. И я понимаю, что, в принципе,
То есть понятно, что там по игровым каким-то механикам, там типа боевка там или еще что-то, она не такая там докрученная, не такая современная, модная, как там в Assassin's Creed или в Ведьмаке, то есть то, что я слышал по критике. Но я не знаю, сколько там людей там в нее играет, не играет, но я точно видел, что в Ютубе очень много людей там на стримах ее разбирали, на стримах ее пробовали и так далее. И медийный вот хайп у нас у Смуты такой очень большой прямо, не на 5 миллионов долларов, а на все, короче, 80. То есть, если это такая какая-то полуобразовательная история, да, то я понимаю, что там тоже я смотрел цифры, на образование у нас там уходит 60 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, если что. Короче, большие цифры в год. Вот. И, то есть, если мы за 5 миллионов долларов сделали такую штуку, что, в принципе, все, хотя бы дети, студенты, получили школьники, погуглили, хотя бы погуглили, что, ага, что у нас там была смута какая-то в какое-то время, там, в 1500 каком-то году, то, в принципе, ну, задача свою она выполнила. В 1613. 1613, окей. Да, ну, надо признать, что компьютерные игры, мобильные игры, ну, в целом компьютерные игры, это сейчас канал, с которым подрастающее поколение, молодежь имеют максимальное взаимодействие по времени, да, поэтому нужно это рассматривать как очень мощный канал донесения каких-то смыслов и информации до них. И игнорировать это совершенно, мне кажется, нельзя. А вот 5 миллионов долларов, вот если сказать там человеку там на улице, обывателю, он скажет, нифига себе, какие деньги. Но, как мне кажется, 5 миллионов долларов для разработки, с учетом того, что это разрабатывается несколько лет и разрабатывается не одним человеком, и это точно не идет не в карман, то, что он такой 5 миллионов долларов получил, сейчас открою компьютер и попишу насколько это вообще большие деньги для таких проектов? Я хочу добавить, на самом деле, если оценивать масштаб и суммы, то вот, например, тот же Atomic Heart по неподтвержденным данным, да, на него выделено от 20 до 25 миллиардов. Ну, миллионов долларов. Да, прости, пожалуйста. Вот, и здесь как бы, ну, то есть масштабы, очевидно, несопоставимы с этим. Ну и там огромная команда. А сколько вот какая команда там в количественном показателе у Смут? Пики чуть больше 80. 80 человек. Да. И это 2 года разработки. Ну, оно не все 2 года было 80 человек, я говорю, в пике, да, то есть там бывают периоды, когда меньше людей, больше, но вот самый пик, это примерно перед релизом, это 80 с хвостиком человек. Просто у нас есть там часть, скажем, людей, которые любят там покритиковать, а не забираться в какие-то детали, собственно, производственного процесса. Почему так, а не так, всем хочется сразу что-то большое, и мы тут не можем, да, не упомянуть, то, что там в этом году уже очень нашумевшая история еще до выхода реализации, там, GTA 6. И всем кажется, что это вот прям космос недостижимый. А я недавно узнал, какие цифры на разработку этого проекта. У меня, в принципе, вопросы все закрылись. Это сколько миллиардов долларов? И сколько? Там порядка 2 миллиардов. От 1 до 2, да. 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов. Но они 10 лет уже, да, больше, разрабатывают? Кажется. Больше 1000 людей, насколько я помню. Суммарно могу ошибиться. 2 или, ну, больше 1000, да, вот работают над этим проектом. Я просто понимаю, что если сейчас где-то скажут в новостях, не дай бог, что какой-то российский разработчик получил 2 миллиарда долларов на разработку игры, там с вилами выйдут, скажут, что это такое и так далее. Но можем ли мы говорить о том, что если мы хотим создавать качественные продукты там, мирового масштаба, которые расходились, вот, можем ли мы достигнуть к этому уровню, когда мы будем действительно большие деньги и инвестировать, и получать подобного рода выхлоп, там, мировую славу наших разработок? Однозначно да, но однозначно я хотел бы сказать, что вот если, допустим, так представим, что вот если откуда-то вот прямо сейчас свалится на какую-то команду там 2 миллиарда долларов, они грамотно это все пустить в дело, это невозможно. Это рост должен быть постепенный. Да? Как мы все знаем, деньгами все не решается. Решается слаженностью коллектива, компетенцией коллектива и все. Но в целом я не вижу никаких проблем, потому что если посмотреть российских специалистов, которые в качестве звезд присутствуют в крупнейших мировых игровых компаниях, поэтому уже только поэтому можно
сказать о уровне наших специалистов. Но, опять же, собрать их всех в одно место, сделать из них команду, дать правильный менеджмент, и уже после этого начинают играть факторы бюджетов, сроков. Вот. Ну, я, кстати, хочу добавить, что, как я уже говорила, большая часть геймдева сейчас финансируется со стороны государства, поддерживается Институтом развития интернета, и на самом деле поддержка растет. Например, в этом году, вот буквально в начале июня, подвели очередной конкурс национального контента ИРИ, где было поддержано несколько игр, в том числе от студии Сайберия Нова, продолжение, отдельная игра «Земский собор. Решающий выбор». Это о событиях, которые развернулись после 1612 года, уже в преддверии Земского собора и выборов царя. И был поддержан проект студии «Мгла» Альберта Жильцова, создатель Ил-2 «Штурмовик», «Война миров. Сибирь». По неофициальным данным, весь проект оценивается порядка 2 миллиардов рублей, что уже в целом сопоставимо с мировыми AA проектами. То есть у нас как бы именно доверие команде, вот то, что Андрей раньше говорил, студиям, которые уже что-то выпускали, оно со стороны государства растет. И есть проекты, на которые действительно делается ставка. Если возвращаться к смуте, как мне кажется, ребята просто взяли на себя такой, цель быть первым ледоколом, который вот попробовал поработать с государством, сделать проект действительно важный с точки зрения нашего суверенитета, нашей истории. Были набиты определенные шишки, но студия продолжает работать, выпускать проекты, которые уже... Ну, то есть там отработаны какие-то механики, там больше внимания уделено диалогам и так далее. То есть как бы процесс и качество наших проектов сильно растет за последние годы. Я просто вот вообще противник того, чтобы считать компьютерные игры чем-то деструктивным. Вот, ну, и есть такое обывательское мнение, что это вот там все плохо, извращает, потом наши дети пойдут убивать там всех на улице. Так или иначе, вся наша жизнь игра. Мы в детстве играем там в куклы, потом машинки, потом, когда попадает в руки планшет, телефон, там приставка либо компьютер, для всех это увлекательный процесс. И его можно сделать еще и полезным. И в жизнь мы Потому играем, добавим философии в наши выпуски. Ну вот в детстве я любил, в том числе, стрелялки. Они были связаны с там, Великой Отечественной войной, ну, правильно бы сказать, Второй мировой, потому что тогда были там больше компаний за американцев, там, Wolfenstein, Call of Duty и прочие игры. Но сам факт, то, что я уже с детства знал, так, надо бить фашистов, и это круто. А если бы это еще можно было делать от лица там наших, там, советских там солдат, это было бы вдвойне круто, изучать там какие-то битвы. То есть такая комбинация мягкой силы, образования и определенного типа интертеймента, по сути. И можем ли мы, ну, как бы доносить эту мысль, да, что с помощью там смуты, с помощью других там игр, которые сказали, это как раз одна из возможностей сделать образование таким интересным, вовлеченным, вот, что именно туда нужно сфокусировать, а не просто говорить, что запретить, ограничить и так далее. Я хотел сказать, что игры — это не хорошо и плохо, это игры. Можно сравнить с книгами. Есть священное писание, а есть какая-нибудь поваренная книга анархиста. Да, и то книги, и люди и там есть 50 оттенков серого. Но вопрос, что эти книги дают, какие смыслы они несут, какие мысли они несут. То же самое с играми. Поэтому игры — это не зло. Да, вопрос, что ты даешь через эти игры. Как я уже ранее сказал, что из-за того, ну, как бы есть закон, что люди доверяют тому человеку или каналу информации, объекту, с которым проходит прям пропорционально времени, проведенного совместно. Сейчас люди очень много тратят времени на игры. Соответственно, этот канал очень доверительный. И тут вопрос, что мы в этот канал заливаем, какую информацию. И вот тут вот проходит хорошее или плохое, а не игры хорошие или плохие. Что мы через игры несем для людей. В связи с этим два вопроса. И про мягкую силу есть, и про запреты. Сначала про мягкую силу. Вот просто интересно, как с точки зрения кухни. Вот одно дело там сделать какую-то там свою мягкую силу, условный Atomic Heart.
там, и он завирусился, все круто. А можно ли сделать так, чтобы, допустим, засунуть какую-то российскую историю, какую-то российскую локацию в сотрудничестве с кем-нибудь другим из там... Как мод или... Ну да, допустим, в Assassin's Creed, там, если это такая RPG, где ты там бегаешь, играешь во всяких исторических перспективах, там, то в Риме, значит, спасаешь кого-то, то в Англии, то еще где-то. Можно ли сделать, допустим, какую-то историческую там, зарубу, так скажем, по игровому в Assassin's Creed, но в Москве, допустим, или там в Питере, условно. Или можно ли сделать в GTA такую штуку, что ты, можешь сесть в аэропорт и улететь в Москву, например, и там уже тусоваться в России. Кто этим занимается и занимаются ли вообще такое направление? Можете про него что-то сказать? Модеры этим занимаются, насколько я знаю, в GTA в 5 много контента про Россию, российские города, российские машины. Собственно говоря, эта игра максимально благоприятна для модеров и такого пользовательского контента. Поэтому если посмотреть... А модеры, вот сейчас просто вообще для обывателей, да, модеры и разработчики, насколько это разные вообще... Модером может стать любой человек, который знает, как сделать там 3D-модельку, запаковать ее в нужный формат. То есть это формат. разработчик, по сути? Ну, это не официальный разработчик, да, не обязательно иметь, хотя, знаю, в таких крупных играх и есть студии, серьезные студии, которые зарабатывают. То есть это держится на какой-то личной инициативе? Да. Это, грубо говоря, контент, который делается вне участия компании, разрабатывающей и выпустившей эту игру. Да. Просто это тоже как элемент мягкой силы. Мне кажется, государство тоже может этим заниматься в сотрудничестве. Там. Да, конечно. И у нас достаточно часто спрашивали, будут ли открыты моды. Ну, у нас пока нет точного ответа. Они будут, но вопрос когда. Да. Мне кажется, с точки зрения мягкой силы еще имеет смысл идти от каких-то аутентичных историй. Вот, например, тот же проект «Война миров. Сибирь». О чем этот проект? Это проект, по сути, который... альтернативная история. Инопланетяне высадились не в Америке, они высадились в Сибири, в России в период гражданской войны. Одновременно мы здесь, в перспективе привлекаем международную аудиторию, которая знает про «Войну миров». Это там международный вообще известный проект, да, книга, которой много лет. И мы здесь еще нативно рассказываем там про наши истории, про нашу культуру, про период гражданской войны. То есть здесь прям очень крутая смесь. С точки зрения мягкой силы очень круто сделали китайцы. У них есть проект Black Mass Wukong, по-моему, Меконг. Короче, они вообще полностью забили на адаптацию под международный рынок, взяли аутентичную свою историю, эпос про царя обезьян. Этот проект действительно спонсировался, поддерживался очень сильно государством. Его разработка, по-моему, около 40 миллионов долларов составила, если я ничего не путаю. И в результате мы получили что? Что весь мир начал изучать историю Китая, их эпосы для того, чтобы разобраться в игре. При этом они еще в игру внедрили собственные локации, аутентичные храмы, скалы, национальные парки. И в результате они получили всплеск внутреннего туризма. Вот, то есть вот это вот как бы тот пример, от которого хорошо отталкиваться. То есть не идти за тем, чтобы соответствовать каким-то международным запросам, а брать свое и делать это интересно для международного рынка. Я хочу добавить, 150 лет назад Федор Михайлович Достоевский сказал, когда мы перестанем презирать себя, русские, тогда нас станут уважать все остальные. Вот и я сейчас выскажу непопулярную вещь, может быть, она пойдет даже в разрез того, что мы тут обсуждали, что когда мы делаем какой-то контент, давайте прежде всего думать о наших пользователях. У наших пользователей огромные провалы в историческое восприятие, в осознании некоторых фактов. И вот Юля правильно сказала, вот пример Вуконга, китайские разработчики, они прежде всего не думали о том, как это воспримут. Они делали для своих, восприняли у них, и целостный этот продукт. Это не адаптация, это не евролоск на наших сказках, не лубок какой-то. Да, это наша история, как она была, это наш материал, и прежде всего давайте целиться в наших пользователей. И если наши пользователи возьмут это и будут принимать и ждать наш контент, тогда и все остальные будут ждать. Чудес не бывает, так работает во всем. Я считаю, что такие игры в целом
они даже воспитывают какой-то патриотизм. Вот. Не так много было стратегий, ну, там был пример Казаки, который в свое время очень классный, крутой, отличался. Но вот лично я стал патриотом максимальным, когда играл в Цивилизацию. Это, к сожалению, не наша разработка, там западная, но там есть опция играть за Россию. И я, мне кажется, 98% там компаний как раз играл там за Россию, и многие вещи, даже в детстве, мне прям было интересно узнать. Нет, это очень интересно, и этого не хватает, мне кажется. Это просто та же смута идейно. Мне, допустим, очень нравится и интересно, да, потому что хочется просто походить в каких-нибудь там исторических местах российских, которые были там. Получить историю, да, это тоже очень круто. Поэтому мы развиваем эту историю. Вот вышло уже продолжение «Земский собор», и уже одобрили. Да. Но при этом вот продолжение. переход, мне кажется, интересный такой здесь может быть и к запретам, в том числе. Классный ты пример привела с инопланетянами, там где ты как бы не просто только история, да, но ты еще чем-то должен захватить зрителя, да, то есть инопланетяне — это та история, которую ты в жизни не можешь получить, ты можешь к ней прийти и получить ее в игре, по крайней мере, пока что. Вот, и если мы вот берем просто в целом, мне кажется, успешные игры, то многие все равно завлекают какой-нибудь запрещеночкой, какой-нибудь там, где в одной игре можно кого-то убить, в другой игре можно, значит, там что-то 18+ сделать, в третьей игре можно кого-то обматерить, что-то сделать такое, чего ты в жизни не будешь делать, да, и на это люди приходят в том числе. Мне кажется, что вот эта вот смесь, когда ты добавляешь что-то такого интересного и туда засовываешь историю, вот это работает. Но вот здесь вопрос, параллельно, да? Попасть под Роскомнадзор. Да, вот параллельно у нас как бы такая тема, что все нужно сейчас запретить, там тот же Call of Duty, который мы упоминали, его вот Лантратова недавно упоминала в Госдуме или где, что нужно вот запретить эту игру, потому что там русский как-то неправильно изображается и так далее. Ну, то есть там много ряд. И Assassin's Creed, и там Dragon Age, потому что там главный герой бисексуал, то есть тоже нужно запретить. Вот тут вопрос, как вот эту грань соблюдать, и нужно ли ее соблюдать, ну, как вы считаете, на ваше мнение, нужно ли запрещать, или действительно игры так влияют на людей, или не влияют? Мое личное мнение, что здесь запреты очень плохо работают, потому что любые запреты у нас, к сожалению, так устроен механизм, они легко обходятся. Или к счастью. Да, и есть, ну, как бы такой момент, что тоже хочу отметить, что несмотря на то, что многие там студии, да, ушли из России, там забрали свои проекты, они недоступны для российского рынка в Steam, но есть проекты, для которых российский рынок оказался важен. Это пример того же Roblox, который сначала был заблокирован в прошлом году у нас в стране, однако компания поняла, что для нее российский рынок в том числе важен, и докрутила механики безопасности детей. И сейчас... А в чем там, да, чтобы было понимание, я далек, к сожалению, от Майнкрафта, Роблокса, плохо представляю себе. Я когда увидел эту новость, все, Roblox, мы запрещаем и так далее, у меня у подружки дети, они ноют, это люди аполитичные, скажем, и все думают, что вот такая жестокая власть пытается запретить какой-то досуг, что все должны условно... А в чем была все-таки проблема с Roblox? Истинная. Еще на предыдущий вопрос закончить мысль и про Roblox. Я уже потеряла мысль. На самом деле проблема с Roblox была в том, что там был контент, который в том числе был 18+, и он предоставлял риски для детей, то есть в том числе там противоправные какие-то действия в отношении детей. Если я не права, Андрей, да, добавь. Вот, и совершенно непонятно было, как это фильтровать, то есть какие там механики возрастной безопасности для детей. И в том числе там пропаганда ЛГБТ-контента, который у нас в том числе в стране запрещенный, это очень важно. Вот, собственно, проблема была в этом. И Roblox — это сама по себе не игра, это платформа, где можно создавать игры, где можно там публиковать игры, развивать... Платформа для общения. Платформа, то есть это, по сути, социальная сеть с элементами гейминга. Вот. И у нас в стране вот на данный момент альтернативы такой платформы нету. Ну, то есть поэтому это вызвало такой бурный социальный резонанс, как мне кажется. Кстати говоря, про Roblox, если уж быть объективными, чтобы не выглядело так, что у нас самые жесткие правила, абсолютно такие же претензии к системе Roblox были в куче стран по всему миру.
Причем почему-то так синхронно получилось. И вопрос был не к тому, что Roblox плохой, а вопрос был к тому, что это канал общения с детьми, который слабо модерировался, да, и, соответственно, всякие нехорошие элементы туда в большом количестве просочились. То есть я правильно понимаю, заходит ребенок, модерации там какой-то контента нет, но родители Ну, не она стоят была над какая-то, душой, да. Там может зайти какой-то, ну, условный там Эпштейн 2.0, вот, и под видом такого же ребенка Начать с общаться ним определенным общаться. темам. А сейчас мы добились того, что есть какая-то модерация возрастная, Все так. тематическая, фильтры и... Все так. Это просто интересно, потому что в мое время высокоскоростного интернета для онлайн-игр было мало. Он там начал появляться уже с возрастанием. И некоторые штуки, как устроен онлайн, они, что-то обошло меня, к сожалению. Просто если раньше игры были какой-то направленности, то Roblox там есть и такие игры, они объединяют всех людей, большое количество детей, да, и, соответственно, до них в эту кучку детей внедриться всяким плохим элементом очень легко, за этим надо следить. А не в том, что прям Roblox плохой почему-то. Нет. Про запреты, предыдущую мысль договаривая, если мы что-то запретим, может быть, даже сложнее будет следить, мне кажется. Вот, допустим, взять PlayStation 5, или PlayStation, да, нам же запретили там заходить под нашими никами, да, или какие-то есть ограничения, что покупать игры нельзя, да, или что-то такое. Вот. Платформа фактически закрыла доступ для России, но это все возможно там через различные там способы обхода, турецкие аккаунты и так далее. Да, вот если я раньше покупал официально, там, типа, за 3000 рублей игру, условно, то сейчас я просто пишу какому-то чуваку в Телеграме, говорю: привет, мне нужна такая игра. Говорит: окей, с тебя косарь. Я даю косарь в 3 раза дешевле, он мне просто скидывает свой ник, скидывает свой пароль, у него там есть эта игра, и я играю. Вот так вот обходится этот запрет. Ситуация с запретами опасна тем, что если мы действуем только запретами, мы формируем запретный плод, к которому люди, наоборот, внимательнее начнут прибирать. Что это там такое запретили? Ну-ка. Может быть, они бы не пошли бы и не смотрели. Одни запреты только по себе, одни запреты не действуют. Действует вытеснение контента, который по каким-то условиям неприемлем, по мнению нашего государства, вытеснение другим адекватным, интересным пользователям контента, вот это работает. А просто запреты, мы учим людей обходить эти запреты и внимательно всматриваться в то, что вы запретили, только и всего. То есть нужна альтернатива, и альтернатива на самом деле есть. У нас делается много действительно классных проектов. И есть, кстати, по поводу запретов очень такой забавный кейс. В прошлом году при поддержке Института развития интернета вышла игра «22 зов». Это первая, насколько я понимаю, игра, посвященная теме СВО. Она порядка месяца проходила модерацию в Стиме. Они проверили вообще все, задали кучу вопросов, выпустили ее на международной площадке в Steam. Она за первую неделю... Я думал, такое не может пройти. И это еще не конец истории. Она за первую неделю залетела вообще в топ-3 американского рынка в Steam, то есть была небывалая просто интерес аудитории к теме СВО. При этом Steam закрыл доступ для игры из России, потому что опасался, нашего Роскомнадзора. В результате она была, конечно, еще опубликована на ВК Play, но есть такая... Она была доступна. У нас выходит сейчас игра про СВО. Игра про СВО выпускается в России, загружается на международную площадку. Она популярна по всему миру, но площадка для русских ее ограничила. Да, потому что они, для них не вполне прозрачны наши механизмы регуляции, в том числе. А наши пользователи играли ВК Play. Через ВК Play, и там скачивают, да. И в Steam, если уж так говорить, можно до любого контента достучаться, меняешь регионы. А как так получилось, что Steam настолько либеральный к нам, а мы к ним? На самом деле, со всеми другими... это уже несколько лет планомерно, получается, идет работа со Steam, и они действительно ограничивают противоправный контент по требованию Роскомнадзора. Но очевидно, что площадка идет на сотрудничество и на контакт, потому что, в том числе у нас есть какие-то классные проекты, в которых они могут быть заинтересованы, и мы большой рынок, действительно, с большой аудиторией. Не, я удивлен, что это очень популярно в тех же Штатах. По сути, США участвуют в СВО. Почему бы не популярно? Для них, я где-то слышал мысль, недавно кто-то говорил, что для американцев они не сильно вникают,
для них что там где-то Украина, где там тут Донбасс, что там с этим Крымом, они не очень понимают, что это такое вообще, где это находится и кто там воюет. Но для них они постоянно видят, что это мелькает в медийке, и для них это типа, о, хайповая тема. Хайповая тема — это значит крутая тема. И когда они встречают какого-нибудь русского человека в Америке, американец говорит: о, ты из России, ни хрена себе, вы сейчас в тренде. Типа, и говорит это не потому, что, да, там как-то, а потому что действительно для него это восприятие мира, оно такое вот хайпово-пиарное. Вот если вы шумите, значит, у вас все хорошо. Вот и все. И поэтому они, эта тема СВО шумит, значит, и поиграть в нее надо, и там, посмотреть, что про нее надо. Вот совершенно согласен, поэтому присутствие нашего контента на основе нашей реальности в игровом мире, тут даже не столько важно на территории России, Steam или вообще, это очень важно, потому что вода дырочку найдет. Да, и люди узнают, и из других стран узнают. Если мы просто будем делать, грубо говоря, на базе абстрактного фэнтези, да, ну оно и тут фэнтези, и там фэнтези, про нас ничего это не скажет. А вот игра, там, не знаю, про СВО, про какую-то нашу реальность, про нашу историю, там, просто на базе наших ландшафтов, вот это уже скажет тем, кто, может, и не знал вообще ничего о нашей стране, что-то скажет и, может, даст повод задуматься, заинтересоваться и станет такой ступенькой. А как в целом вот отношения? Я вот посмотрел список, да, тех игр, которые там, в частности, хотели там с трибуны Госдумы резко запретить. Вот я не во все играл, но Assassin's Creed достаточно приключенческая игра, я в целом вообще там не вижу чего-то деструктивного. Вот меня удивило, например, Sims 3. Это симулятор жизни. Ну, я тебе скажу, знаю, даже что не там почему. из-за пропаганды ЛГБТ. Там смена пола, Да, типа, стала да. в Там новых можно Симсах. однополые пары Да. можно делать, да, и все. Из-за этого. Ну, Мне кажется, ну то есть я когда играю из России, да, в Sims, да, я играл там пару раз, мне, например, смена пола не интересует. Блин, я не знаю, стоит это говорить на камеру или нет, но я, например, один раз играя, побил рекорд по количеству людей, которых я зачал от разных там участников и персонажей. У меня было порядка 12 детей, там целая ведь такая и так далее. Все это от разных женщин. Они там, получается, там дерево такое было, да, древо семейное. Оно было настолько широким, что я просто уже там умирал как персонаж, и еще не успел там до конца его довести. Мне это интересно. Там многим было интересно лестницу с бассейна убрать. Запреты не должны быть автоматическими, знаете, как вот тут недавно кто-то говорил, как у нас 3 поросенка помечены марочкой там 16+, потому что там кто-то увидел пропаганду наркотиков, да, или, я не помню, какой-то из детских сказок, 3 поросенка, по-моему. Да, и так и здесь. Если есть какой-то элемент, тут надо подумать, это основной ли элемент, вокруг него ли это крутится, да, является ли это стержнем вообще как бы, или это просто как один из сотен других элементов в игре. Мне кажется, что это само по себе не должно быть поводом для мне кажется, запретов. наоборот, вот это пропаганда даже традиционных ценностей у нас, потому что многие девочки, в отличие от меня, вот, там создавали правильную там семью, смотрели, как воспитывать ребенка. И мне кажется, можно сделать даже моды, то есть нашим разработчикам в рамках семьи. Я не знаю, сколько это открытая игра, там симуляция там в том же Норильске, например, он сейчас в трендах в Инстаграме и так далее, там, где сложные какие-то условия. То есть у нас изначально вся жизнь уже на high-level сложности и так далее. Это, наоборот, круто. Я знаю, там одно время завирусился тоже наш советский дизайн, где люди делали ремонт в квартирах, повторяя, Был такой, да. Да, по сути, там иконы вешали и так далее. Мне кажется, это в целом зависит не от того, что там можно, условно, однополые какие-то браки делать, а от того, что это широкий мир, и я не думаю, что у нас много фанатов именно там прям играть в гейскую семью. Ну, мне лично кажется, что если я там даже в Симсах поменяю пол персонажу, не значит, что я пойду в жизни это делать. Это не является пропагандой. А вот если скажут в игре, что пока ты не сменишь пол своего персонажа, ты не можешь играть, ну да. У тебя какие-то ограничения. Вот это, наверное, уже ну, это да, это уже странно будет, а конечно. Тут, конечно. Как бы, это как в Netflix, да? Вот, да пока да. ты не снимешь черную какую-нибудь абсолютно, эту, хороший пример, то ты не выпустим тебя в эфир. Тогда да, и вот против этого, естественно, нужно выступать. Да, запрет не должны быть бездумным, просто потому что по какому-то параметру он чисто автоматически вот галочку поставил, все, запрещаем огромный контент, потому что из одного какого-то мелкого пункта это неправильно, на мой взгляд.
А вот как сделать тоже ту грань? Вот, например, если взять Великую Отечественную войну, ну, раньше были игры, да, там связанные, где мы играли, условно, там, за американцев. А у нас альтернативы такой, по сути, не было из разработок, хотя эта тема, ну, для нас актуальна и будет всегда актуальной. При этом тоже, с одной стороны, и я понимаю там наших некоторых там любителей что-то ограничить, чтобы не превратить это, ну, в такой веселый квест. Ну, прикольно, я там воюю, войнушка, вот там я советский солдат и так далее, а именно соблюсти историческую достоверность, в отличие от наших фильмов. Из раза в раз повторяю то, что они, к сожалению, очень слабенькие. Вот, где-то грань. Вот про гражданскую войну. Это же большая трагедия, ну, в целом нашей истории. Я вот, например, вот сейчас сидел и думал параллельно, если бы я был бы разработчиком, это же у нас мало, в принципе, материалов про гражданскую войну. Это один из самых страшных эпизодов в истории России. И мне бы хотелось бы, например, про это рассказать там детям, там подрастающему поколению, чтобы они больше это изучили, при этом показать ужас, но так, чтобы это и, ну, не превратилось в какой-то трэш, и при этом не было чем-то веселым. А с другой стороны, как можно? Ты играешь за белых, убиваешь красных, это неправильно вроде как. А играешь за красных, убиваешь белых, ну ты вроде свой народ убиваешь. Вот как такие вещи через игровую индустрию в целом популяризировать, разрабатывать и выпускать? Ну, мне кажется, мы уже к этому идем, потому что, ну, как бы у нас фактически сейчас появляются игры по всем достаточно спорным и непростым периодам нашей жизни. Вот там, не знаю, гражданская война, война миров Сибирь, смута, смутное время, 1612 год. Если пойти дальше, сейчас еще разрабатывается игра студии Clockwork Drakkar про крещение Руси, Гордарики. Вот. Ну, то есть разработчики в эту нишу смотрят и активно идут. Тут вопрос в том, чтобы это делать не в лоб, то, что, чтобы действительно игра была интересная, а весь остальной нарратив, он должен в нее вплетаться. Нативно, да. Иначе, ну, как бы, игровая индустрия, это, как бы, это в долгую. Ты не можешь, там, выпустить игру, и у тебя, там, типа, через год поменяется какое-то социальное мнение, да, относительно каких-то исторических событий. Но, с другой стороны, кейс китайцев, да, с царем обезьян, он показал, что, типа, это достаточно быстро произошло. То есть они прям выстрелили с этой историей. Я хотел сказать, что вот на примере про гражданскую войну, мне все-таки кажется, что у нас много сложных периодов, интересных периодов в истории, но нельзя, не стоит прямо ограничиваться, что все продукты, которые мы делаем по этим периодам, они просто с серьезным лицом. Мы все знаем, что куча фильмов про гражданскую войну, там, комедии, там, не знаю, «Неуловимые мстители», ведь это же не совсем серьезный фильм, ну, классный, но рассказывают про этот период, да? И вот тут вот тонкая грань, и нету механического какого-то правила, вот это показывайте, это не показывайте. Это все остается на восприятии и, ну, как бы на решении на творце, на создателе этого проекта. Он должен быть с головой, думать, да, чтобы не оскорбить нашу историческую память. Но опять же, если мы всегда будем сухо, прямо жестко, драматично, никому не будет интересно. Да, все-таки надо не забывать, что мы делаем развлекательный продукт. Но тут всегда есть художественные дополнения до реальности и искажения реальности, которые идут во вред этому. Да, тут нет какой-то догмы, одного правила для всех случаев, но всегда нужно об этом помнить, что вот патриотизм — это, скорее всего, про в историческом восприятии, что показывать нашу историю, исторические события правдиво и с уважением, но не нужно всегда выпячивать нашу сторону. Да? Потому что иначе люди почувствуют эту ложь все постоянно, и им тоже будет неинтересно. И опять же, мы делаем развлекательный продукт. Но тут сложный очень вопрос. Тут, наверное, проще говорить про конкретно взятым примером и разбирать их, чем говорить как-то абстрактно вперед. Не, ну я с удовольствием бы поиграл бы в игру, например. Я люблю стратегии. Я всегда там играю за Россию разные там варианты, и Middle Phage, кажется, была игра. Мне очень нравится. Мне нравятся стрелялки. И вот у меня большая проблема, у меня ломаное какое-то дополнение,
Это игра про Первую мировую, там Battlefield, кажется, давно играл. И там мне почему-то все время с ошибкой компания, которая за Россию. Меня сначала это вообще обидело, что там не было российской компании. Ты там играешь в Италии, во Франции, а Восточный фронт, там колоссальные события эпохальные происходили. Потом появилась эта разработка. Но по сегодняшний день вот я не могу в нее сыграть. Ну, какая-то ошибка, не знаю, надо с этим разбираться, времени нет. Я понимаю, что я с удовольствием бы тоже через игру, например, что-то про гражданскую. Я сейчас много там материалов читаю, книг и так далее. Это, ну, страшное на самом деле. Но я понимаю, да, что там Василий Иванович Петька, там, это примитивная, конечно, там история, которая там была, детектив, это вообще не то. Какой-то квест или стратегия, или стрелялка, но я такой думаю, мне кажется, как будто бы это невозможно даже разработать. Не, возможно, это период, который и с военной точки зрения, и с социальной точки зрения, да, очень насыщенный, очень интересный. Там бесконечно интересный материал для игровых каких-то проектов. Мне кажется, в любом жанре фактически. Я хочу еще добавить, кстати, в контексте того, чтобы история наша подавалась, ну, соответственно, правдиво и достоверно, студии привлекают исторических консультантов. Это очень важно. Это и в случае там со Смутой, Земским собором, в случае с игрой про крещение Руси, Гордарики и так далее. То есть, как бы разработчики чувствуют на себе эту ответственность. Та же Леста и Мир танков, то есть там большие архивы, они изучали для там реконструкции техники. Вот. Мне кажется, это тоже очень важно отметить. Да. Ты еще по истории да, я у на нас следующую тему просто тоже. Я хотел сравнить, у нас там перед подкастом увлекательнейшая беседа была, и я помню, мне очень понравился момент, это связано с игрой, в которой там играл недавно, сделала польская студия про вымышленную там постсоветскую страну, где ты играешь за пограничника и так далее. И спойлер, эта игра нравится только Паше. Неправда, это очень популярная. Какая, напомню? Контрабанд полис. То есть ты выявляешь контрабандистов, стреляешь, там документы проверяешь, прям там можно Там декларации. игра от первого лица, ты просто видишь, как машина подъезжает на таможню к тебе, и ты проверяешь документы, проверяешь багажник, проверяешь, значит, руль, что все на месте, что все нормально, то есть работаешь. Соответствие фотографий. Ты, по сути, просто работаешь. Я не знаю, Паше не хватает работы. На 5 работах работы тебе надо еще работы добавить какой-нибудь. Слушай, я еще много времени провожу за рулем, и иногда в гоночной симуляции поигрываю. Так, я заметил, я к чему, что в Польше, да, огромное количество игр тоже выходит. Там польские студии на слуху. Ведьмак, они. Да. А как у них, если сравнивать там Россия, Польша, вот у них сейчас там тоже бум пошел какой-то на игры. Там схожий механизм поддержки разработчиков, либо там какая-то своя стратегия? Я не знаю, честно говоря, юридический механизм, но я знаю точно, что польский геймдев сильно поднялся при непосредственно и очень мощной поддержке государства. Тот же Ведьмак, на самом деле. Половина там финансирования. Я сейчас за цифры не поручусь, но что-то большая доля, да, и именно они сейчас достигли очень больших высот, и очень много студий, которые не настолько даже как на слуху, как Ведьмак, на слуху. а вот проекты на слуху, да, и поддержка государства там была очень-очень большая. Юля, может, ты знаешь какие-то конкретные цифры или примеры? Про польский не знаю. Грант $7 миллионов вот был на Ведьмака конкретно. Посмотри про контрабанд полис, сколько дали денег. А у меня такой вопрос, он возникнет и у зрителей, и очень часто. Мы слышим, да, там государство поддерживает. Я полностью разделяю эту историю, потому что иначе, как мне кажется, невозможно. Но раньше была большая претензия, что государство также поддерживало киноделов, и эти деньги были, скажем, невозвратные. И неважно, фильм хороший, нехороший, провалился, не провалился, этим студиям продолжали выделять деньги, они продолжали снимать провальные фильмы, и это была порука. Сейчас пошел разговор о том, что все-таки нужно нести какую-то ответственность. Если вы из ряда в раз снимаете что-то не очень популярное, нет смысла выделять деньги. А как в игровой индустрии? Есть какой-то процесс возврата? KPI? Во всяком случае, про кино я могу ошибаться, но я так понимаю, что как минимум Минкульт точно есть много судебных дел, где был выделен грант и как бы не закрытый KPI сейчас. Насколько я знаю, в игровой индустрии, вот Андрей точно меня дополнит, есть определенные KPI по аудитории, по охватам, которые студия должна выполнить. Совершенно верно. Во всех договорах, если мы говорим про Институт развития интернета, есть KPI.
Это количество скачиваний, это информационный KPI по информационному охвату. Да, и если уж мы говорим про наши проекты, смутные, все эти смутные дела, то KPI, при всех там претензиях, которые могут быть к проектам, KPI мы очень давно уже выполнили. Я еще даже не понимаю, я не слышал там до 2024 года, что в целом велась разработка там игры, смута и так далее. Я просто помню, что настолько было много обсуждений, это попадалось везде, там, в запрещенограмме, в других соцсетях, что я такой думаю, неужели там какой-то бюджет такой на рекламу сумасшедший, оно вирусное. Ну, там вирусная получалась, очень сильная вирусная история, но там много факторов сыграло. Во-первых, новизна, то есть так как это действительно было, наверное, первым примером такого сотрудничества мощного. Да, и, естественно, мы были в центре фокусе внимания. Да, и там и не нужно было раскачивать это, как-то раскручивать это, оно само ушло. Вот, но, опять же, с самых первых проектов всегда есть какие-то KPI. Это не всегда, это не обязательно KPI по просто возврату денег. Это может быть KPI по охвату. А по поводу ответственности, что я скажу? Если мы хотим растить какую-то индустрию, то если какие-то первые примеры неудачные, это не повод, что сразу прыгать на другую команду. Тогда мы не растим ничего. Да, то есть мы просто начинаем опять другую команду, и потом опять, это как бы вот как раз-таки трата денег впустую, да, ну может где-то будут гениальные какие-то, которые сразу сделают шедевр, но вообще не так. Ну, кстати говоря, еще хочу дополнить про то, что сейчас механизмы немножко финансирования меняются. То есть, если, например, говорить о киноиндустрии, там достаточно понятный процесс производства, разработки, ну, как бы выпуска фильма и так далее. Он нашим институтом развития, там, Минкульту, ИРИ понятен. С играми долгое время происходила так называемая притирка. Ну, то есть, как бы здесь в чем риски? Риски в том, что срок разработки большой, при этом высокие риски. Поэтому с этого года, Ирина, насколько я знаю, теперь можно подаваться на грант на прототип. То есть это не большая сумма, ты показываешь как бы первый срез, дальше уже как бы по твоему проекту оценивают его перспективы. И вот в этом году, по-моему, первый прошел такой конкурс на прототипы игр. То есть это и с точки зрения государственного финансирования безопаснее, и для разработчика безопаснее. Что он небольшую сумму сразу получает, а получает на разработку прототипа. Сейчас отмотаемся практически на час назад. Возникла такая мысль. Вот разработчики GTA, они это Rockstar Games. Rockstar Games, да. Миллиарды просто долларов. Сколько там лет они делали? Но мне кажется, что в 2026 году как будто бы они запоздали. Ввиду того, что то, что ты начинаешь разрабатывать 10 лет назад, как будто с течением технологий, разработок и так далее, оно может в момент выхода просто там устареть. Учитывая то, что там и мощности компьютерные растут и так далее. Сейчас вот бич определенный на искусственный интеллект, на генерацию и так далее. А насколько эти технологии там, искусственного интеллекта могут вообще ускорить разработку, упростить процессы? Потому что ну, там 15 лет, если вот сейчас, ну даже я, частный инвестор, выиграл там в 100 лото, там джекпот сегодня 900 миллионов рублей. 900 миллионов рублей. Вот я 900 миллионов рублей дал. Вот, мне кажется, что даже через 10 лет меня может эта игра вообще не впечатлить. Я скажу, ну то, что в VR ушли, 3D-модели и так далее. Вот, зачем вы выпустили там что-то устаревшее? Вот, как взаимодействие идет? Поможет нам ИИ в процессе разработки? Не поможет. Ускорит это, не ускорит. Ускорит. Ты как считаешь? Если что, я последовательный критик ИИ в творческих аспектах, но нельзя отрицать пользу ИИ в рутинных процессах, которые в творчестве тоже есть. Да? Например, если накидать тебе миллион набросков, ну, как ты их рукой накидаешь, ну, потратишь там кучу часов. И сделает это за 5 минут. Но довести, чтобы это был продукт с душой выразительный и творчески выразительный и ценный творческий, это должен человек. Потому что и пока, я не буду говорить про будущее, не знаю, что будет, пока этого не может. И мы знаем огромное количество, то, что мы называем нейрослопом, это вот игр и контента, который нагенерировал ИРИ,
извините, он отвратительно синтетический, и это люди чувствуют, и у людей от этого уже очень сильное отторжение. Да, но опять же, чтобы написать какой-то модуль рутинный, которых ты пишешь за время разработки игры, миллион, которые шаблонны, что бы не поручить это машине, которая сделает и ошибок не сделает. А вот взять и полностью все. Разработка игры — это очень сложный архитектурный и системный процесс с точки зрения программинга. Поручить все, ну, скорее всего, ты потратишь в 2 раза больше времени, разбираясь, что там и наколбасил. Да, потому что править, разбираться в этом достаточно сложно. Все перепроверять надо. Да, надо перепроверять. И кажется, когда маленький модуль, да ерунда, посмотрел, все нормально или нет, ненормально. Когда сложные связи, там в геометрической прогрессии растет сложность. Ну, все программисты знают, что править чужой код — это ад. Править код ИИ — это ад, не знаю в какой степени. Я просто знаю, что ко мне, когда приезжают там родители в гости, вот, мне потом сложно просто находить свои вещи, да, то есть они видят, что это должно здесь лежать, а это здесь. Но это примитивно, потому что я, например, там сегодня свой браслет нашел там за 10 минут. Хотя обычно это занимает минуту, потому что я знаю, я бросаю вот в эту кучу, если не там, значит в кармане. А в программном коде я вообще не понимаю, как люди разбираются. Мне кажется, знаете, что с точки зрения ИИ еще важно подчеркнуть такой риск, что сейчас по большей части нейросети, которые используются в целом во всей разработке, не только в разработке игр, они по большей части зарубежные. Соответственно, они, ну, как бы обучены, во-первых, они на английском языке все, во-вторых, если это перекладывать на ИИ какую-то именно смысловую часть, ну, то есть нарративную, например, то они используют западные ценности. У нас нету сейчас своего суверенного ИИ, который был бы обучен на наших культурных, исторических ценностях. Сейчас такая работа, насколько я понимаю, ведется, но вот как бы риск использования западных нейросетей в том числе в этом. Блин, это классно. А вот вопрос технической разработки. Я в свое время увлекался компьютерными играми. Игры же построены, по сути, на движке. Ты то есть вначале даже говорил, что ты обыватель. Ну, я в детстве Мы узнаем новое. Построено на движке. То есть, условно, там, я не помню, какая-то даже стрелялка была построена на движке, на котором построен там FIFA. То есть это там определенные модели там, поведения человека и так далее. А учитывая то, что у нас сейчас, я думаю, тоже немного своих движков собственных российских. Их нет, да? Не, есть какой-то один движок, я забыла, как он называется. Ну, это какой-то очень редкий, наверное. Ну, некоторое время назад ВК занимался разработкой собственного движка. Вот. В прошлом году они передали его поддержку и разработку ИТМО. Собственно, это было инициировано чем? Тем, что в 2022 году, в том числе, разработчики озвучили риск того, что, возможно, нам закроют зарубежные средства разработки игр. Они все зарубежные. Unity, Unreal Engine, не знаю, кто еще есть. Годоты вот, всякие. Да, и в том числе тогда вот инициирована была работа по разработке своего игрового движка, но, к сожалению, вот, и как бы, не знаю, или к счастью, за это время ничего не произошло, то есть средства разработки нам доступны, но вот как бы ситуация такая, что, к сожалению, у нас сейчас никто этим не занимается. А есть смысл строить свой движок? Я просто, вот эти игры, на которых я вырос, там, дальнобойщики и так далее, на своих движках были построены. Да, раньше были, но сейчас это очень сильно ускоряет разработку в принципе, потому что раньше начинали писать движок, писать тулсеты свои, все это вот это то, что под капотом, знаешь, это нижняя часть айсберга, которую мы никогда не увидим. На этой части очень многие команды ломались и рассыпались, потому что это технически сложный элемент. А сейчас берут уже отточенный движок. Большинство движков на самом деле имеют свои плюсы и минусы. Опять же, разработка движка, ну хорошо, но это титанически сложная вообще-то история. А его можно украсть? И можно взять открытый код, да. Например, на его базе доработать собственный движок, но это в том числе тоже технически очень сложная задача. Да, движков с открытым кодом достаточно много, и, насколько я понимаю, российскую разработку, по-моему, в базе своей тоже был какой-то движок да, на тоже брал на открытом коде, но там и даже в этом случае очень, очень сложная история. Движки, там, не знаю, возьмем Unreal, я про Unreal знаю, сколько лет он уже развивается. Сейчас вот 5-й, сейчас 6-й уже на носу. Много-много лет. И огромное количество студий, индустрий со всего мира. Каждая делает свой вклад в оттачивание этого движка своими ошибками, своими достижениями. Поэтому вдруг внезапно сделать там
с нуля свое, это, ну, как бы... Ну, все сложнее становится. Это просто очень, технически. да, это очень сложно, очень. Хотя, я не знаю, кстати, китайские игры на каких движках делаются. Большинство на Unreal. Тоже надо. Да, большинство на Unreal. Насколько я знаю, китайских движков я что-то не помню на скидку, если честно. Хочу И под- китайских игр тоже как-то не шумят они, да, вроде бы? Ну, только что в Ну, Укон-то вот сказали, Вукон. они Она- нормально Ну, шумят. вот кроме вот той, что было сказано. То, что я говорил, китайцам прежде всего интересны китайцы. У них огромный внутренний рынок, и они прежде всего работают на него, и уже с него кормятся достаточно. И правильный подход. И при Правильный этом подход. у них стоят очень серьезные лицензионные ограничения. Для того, чтобы вывести игру в Китай, это нужно иметь там локального партнера, нужно Мгм. пройти, ну вот прям цензуру, чтобы там не было там каких-то моментов, которые запрещены в стране. Да. Они Это же прям цензурируют тоже, и настолько фильмы тоже закрытый цензируют, рынок, да, но цензурируют. при этом он, ну как бы вот сам себя Он кормит и наполненный, растит. Там да. никто не чувствует нехватки игр, там своих игр выше крыши. Мгм. Молодцы, это правильный подход, на мой взгляд. Прежде всего нужно думать о своем населении, о своей аудитории, а потом уже будут счастливы остальные. Но мы в целом пришли к тому, что игры — это хорошо. Это хорошо. Российские игры — это вообще двойное хорошо. Мы можем подбить какой-нибудь такой топ-3 российских игр, в которые точно надо поиграть, по вашему мнению? Даже стареньких. Любых. Это про старенькие, про новенькие. Про старенькие. Ну, Смута на первом месте поиграть. Вот. Я, кстати, не добрался, но я доберусь, потому что я сейчас Надо редко, поиграть. играю. Мне не хватает времени, приходится работать. Еще потом в компьютер Потом открываешь, после там игры работаешь. еще- Напоминаю российскую игру Аллоды. Мультиплеер. Лоды? Игру. Аллоды. 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 Аллоды онлайн. Это онлайн игра. Но А про что она? фэнтези. А. Фэнтези прекрасно отрисованный, очень аутентичный мир. Кстати, с российскими тоже и моментами, хотя не чисто российский, это фэнтези. Это первое место Аллоды. Ох, я Нет. боюсь Ну, сейчас просто ранжировать. давай, просто Но список. первое место Нет, хочется мне сказать, что те проекты, которые я делал 26 лет назад, это код доступа рай, там власть закона, и некоторые до сих пор называют их легендарными играми. Но это как бы мое просто, что я занимал. Мгм. Обязательно герои, хотя они спорные пятые герои, там кто-то, фанаты героев могут не любить. Давайте уж назовем это, пусть может не совсем или совсем Atomic Heart, конечно. Как бы игра при всех там каких-то нареканий, которые могут быть, все-таки это хорошая игра. Мгм. Юля? Ну, я, наверное, добавлю вот как бы игры, в которые стоит поиграть, которые готовятся там к релизу. Например, в этом году должны зарелизиться «Командиры бездорожья». Это тоже Мгм. очень крутая игра, free-to-play, гонки на грузовиках, КАМАЗах. Да, их особенность в том числе в том, что это, во-первых, студии из Мордовии, во-вторых, они делают абсолютно потрясающие локации, где ты гоняешь на этих грузовиках по, соответственно, разным регионам России. Прикольно. Вот, то есть там одновременно ты можешь и как бы посмотреть. плод, можно Да, да, да. Вот, должны они в этом году зарелизиться. Собственно, можно помимо Смуты поиграть. В Земский собор вышел в прошлом году, вот в следующем году должна быть вторая часть. И, ну, наверное, я вот еще раз тоже повторю, место. что типа третье место, ну, как бы не по уровню, а просто по числу, это все-таки, наверное, «Война миров Сибирь», все ее очень ждут, вот, действительно перспективный наш проект. Окей. Из вышедшего уже для любителей стратегии «Гостомельские Да. богатыри». Ее все очень хвалят. Мгм. Прям, ну, я согласен. То есть, как стратегия, она очень хороша. Ну, еще и с исторической, да, и с достоверной. Вот эти, туда привлекали вообще ветеранов СВО при разработке. Класс. То есть она Да. очень, Короче, очень... Но она ну, просто как стратегия крутая. Вот реально Уважаемое, крутая. уважаемое мировое теневое правительство, сделайте какую-нибудь вторую пандемию. Мне нужно Будем мне играть. нужно посетить, поиграть дома в компьютерные игры. Обязательно. Блин, про игры об СВО, простите, я тоже сейчас вспомнила. Очень прикольно. Это как раз Индия, можно считать, разработкой. Продюсерский центр «Смысл Медиа» вот в этом году выпустил игру тоже по СВО, называется «Куинджи», но там очень необычный ракурс, подается история от лица волонтера на СВО. И сейчас проект в Steam вот уже, по-моему, месяц прошел, там 280 тысяч скачиваний. Я думаю, что ребята до полусотни точно добьют за полгода. В общем, Интересно. перспективный проект. Смежный еще вопрос насчет вот поиграть в игры. У нас сейчас появились новые профессии, например, блогер.
например... Симулятор блогера ты хочешь запустить? Нет, киберспортсмены, да, то есть у нас есть хорошие разработчики, но постоянно мне попадаются, шумят киберспортсмены российские, они постоянно выигрывают где-то первые места в Америке, в Европе, где угодно по всему миру, везде занимаем первые места, то в Counter-Strike, то в Dota, то еще где-то, вот, и в связи с этим вопрос, вот, как немножечко, знаете, кухню киберспортсменов, то есть это сейчас уже такой профессиональный вид деятельности, то есть можно с детства этому учиться, идти играть, или как это происходит. То есть если я, допустим, 15 лет назад сказал бы родителям, да, что я буду киберспортсменом, то я бы вряд ли был бы киберспортсменом. Вот, но тем не менее... Да, но тем не менее, я так понимаю, сейчас они зарабатывают какие-то конкретные большие деньги. Да, можно на этом заработать, да, это... своего рода профессия. Я не считаю, что это очень стабильная профессия, потому что она зависит все-таки от игры, в которую ты играешь, а игры меняются, игра поменялась, и вот уже меняй профессию. Ну, сейчас стабильной работы вообще немного. Да, но что можно сказать из приятного? Ну, во-первых, это тяжелый труд. Стать киберспортсменом на серьезном уровне — это тренировки похлеще, чем у обычных спортсменов, да, реальных, там по сколько, 6-7 часов в день они играют, со всеми вытекающими и негативными последствиями, и позитивными, да. Заработать на этом можно. Что я хотел, вот, как мы обсуждали до этого, подчеркнуть, что удивительный момент, что сейчас такой период, что навыки, полученные, отточенные в киберспортивных дисциплинах, сейчас появился такой момент, что можно реализовать в жизни. Ну, прежде всего, это на фронте, в появившихся войсках, беспилотных войсках. Ну и, в принципе, многие сейчас промышленные роботы, робототехника управляются схожими принципами, как мы управляли это в компьютерных играх. Это вот переход от кибер к реальности. Да, это очень круто и, думаю, востребовано. Но в целом, стоит ли тратить молодость на то, чтобы стать киберспортсменом, при том, что кроме грыжи позвоночника, если ты им не стал, ты ничего не получишь, да, вот обычным спортсменом получишь, наверное, здоровье, там, не знаю. Ну, это такой спорный Ну, тоже вариант. Здесь футболистам там да. немного у них здоровья после 35. Но то, что наши киберспортсмены прекрасного мирового уровня и занимают топовые места по всему миру, это факт. Они молодцы, стоит только поддержать их и порадоваться. Ну вот подытожить нашу прекрасную беседу, наш очень интересный подкаст. Но из того, что я услышал, у нас государство заинтересовано, получается, в развитии и киберспорта, и разработки и так далее. У нас даже Роскомнадзор, который мы иногда ругаем, он, в принципе, делает правильные вещи для того, чтобы в целом как-то контролировать весь этот процесс. Вот если заглянуть в будущее, там, лет на 5, можем ли мы с уверенностью сказать, что Россия будет в топах по разработке игр конкурентной, и куда мы движемся? Вот какая конечная наша там цель компьютерных разработок? Мне кажется, это возможно, но возможно при условии того, что в игры будет инвестировать не только государство, но и частные инвесторы. Сейчас, к сожалению, частные инвесторы боятся заходить в игры, и это вот один из тех барьеров, который действительно мешает. Вот. Мне кажется, мы в ближайшее время покажем ряд проектов, которые докажут свою эффективность, востребованность, и тогда, надеюсь, ситуация как-то изменится. Сейчас, вот, к сожалению, частных денег в геймдеве очень-очень мало. Есть там буквально несколько фондов, которые в Индии там инвестируют. Я подскажу, как сделать проект, куда зайдет частный инвестор. Сделать симулятор ПВЗ Wildberries. Куда, мне кажется, они просто все покупают сейчас. Была же новость о том, что Wildberries действительно смотрит на рынок геймдева, но вот не так давно появилась другая новость о том, что они передумали. Не передумать. А еще, ты смеешься, но, например, я знаю, и об этом пишут, многие дальнобойщики в жизни приходят и играют там Евротрек симулятор и продолжают возить грузы только уже в онлайне. Поэтому ты открыл ПВЗ, поработал, пришел домой и поиграл в симуляцию. И ты преисполнился экономически. Это странно. Я себе славу представляю, что я вот пришел ведущим на подкаст, а потом приехал домой и симулятор ведущего еще включил, и там что-то... Я тебе после эфира расскажу, что есть игра «Симулятор травы и камня». Друзья, спасибо вам большое за очень прекрасную беседу. Пишите комментарии, во что вы играли в детстве, играете ли вы. А ты подарки зажал? Мы подарки разыграем в прямом эфире, потому что кто-то пишет, кто-то не пишет. Все подарки дойдут до адресатов. Всем спасибо, до новых встреч, пока. Спасибо, ребят. Спасибо.